Меня зовут Диана, я пишу для портала HypeCodes, компании Evron. Мы пишем про криптовалюты и про IT. Представьте, пожалуйста, как вас зовут? Всем привет, меня зовут Аня, и я программист. Расскажите, пожалуйста, о чем был ваш сегодня доклад? Вкратце, немножко, ключевые. Мой доклад вкратце о том, что софтовые решения, которые представляют компании на рынке, они должны быть стабильные, в первую очередь стабильные, потому что давно известны правильные паттерны для решения серьезных проблем, для избежания проблем. Но при этом довольно много компаний вместо того, чтобы решать свои проблемы, они оставляют на самотек. То есть за последние полгода было довольно много скандалов, связанных с тем, что у кого-то не оказалось бэкапа. И я сейчас не говорю о всем известной компании, я сейчас говорю о более локальных компаниях, так как, находясь в Ruby комьюнити, довольно много информации циркулирует внутри. Поэтому мне кажется, что надо остановиться и подумать, а действительно ли то, что я делаю сейчас, то, какой вклад я приношу, действительно ли он хорош. И, понятное дело, есть задачи интересные, есть задачи менее интересные, и мы, работая на работе, на постоянном месте работы, иногда думаем, что хотелось бы больше интересных задач, меньше неинтересных задач. Тем не менее, практически каждая задача интересна, но ее нужно не просто сделать. То есть зона ответственности разработчика, она не заканчивается в тот момент, когда разработчик написал код. Она заканчивается в тот момент, когда этот код работает стабильно в продакшн годами, он поддерживаем, и он не приводит к побочным эффектам, к потенциальным ошибкам. А как сегодня все проходит? Сегодня на данный момент довольно комфортно. Я рада, что мой доклад последний, потому что я боюсь, что я не уложусь по времени. Не знаю, столько всего хочется сказать, впрочем, как и у любого докладчика. Расскажите, пожалуйста, какие изменения вы видите в программировании в ближайшие 10 или 50 лет, что, по-вашему, может или должно произойти с технологиями, и будет ли место для Ruby? Мне кажется, место для Ruby будет, так как Ruby — язык, который активно эволюционирует и следит за трендами. Как и все языки, Ruby учится на опыте своих старших и младших братьев. Естественно, когда появляется какая-то новая технология, какой-то паттерн поведения, который оказывается успешным в одном языке, он влияет на другие. Зачем изобретать велосипед, когда для каких-то конкретных проблем есть хорошие решения, на самом деле хорошие? Так и с Ruby. Я думаю, что многопоточность в Ruby — это краеугольный камень ближайших, наверное, нескольких лет. Она будет реализована под влиянием опыта уже существующих решений. То есть я не говорю, что мы должны позаимствовать решения, нет, не обязательно. Я говорю о том, что уже довольно много хорошего сделано, поэтому этот опыт, он, безусловно, не останется без внимания. А мы тут всех спрашиваем, какие вы можете выделить самые хайповые темы сейчас, самые хайповые какие-то разработки в этой области программирования. Ваши предложения? Гилды были последними. Я думаю, что они вызвали очень много обсуждения в интернете. Ну, это вот из самого свежего, то есть это последние недели 3. Сейчас работа программиста становится все более и более популярной. Молодежь, по-моему, наконец поняла, куда нужно двигаться. И очень многие стараются развиваться в этом направлении. Скажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы немного выделиться из толпы и чтобы как-то идентифицировать себя в этом мире? Что нужно сделать, чтобы стать вот как вы, спикеры, которые сейчас у нас выступают? Мне кажется, у меня будет очень непопулярный ответ. Нужно очень много работать, очень много читать, очень много работать над собой, очень много работать на какие-то компании, потому что первый живой опыт без работы, без внешней постановки задач, он практически не приходит.
Затем надо очень много работать над собой и получать знания, и читать, и ездить на конференции, и общаться, и быть в едином информационном поле, и читать рассылки замечательных постов, которые публикуют, ну, вот в том числе и здесь выступавшие спикеры. А как вы думаете, лучше читать просто книги о коде или читать именно сам код? То есть учиться не в теории, а на практике? Или это другое очень важно? Я думаю, теория важнее. Да. В процессе найма несколько лет назад был, может быть, так сложились обстоятельства, был определенный поток кандидатов, у которых были локальные, хорошие практические знания, ребята были умные, талантливые, способные, и тем не менее базовой теории не было вообще. То есть плохо, когда разработчик знает только то, что он уже делал. Что вас увлекает в вашей работе? Я работаю на компанию, которая делает лучшие 3D-сканеры в мире. Чтобы делать что-то лучшее в мире, нужно прикладывать усилия. Нужно прикладывать усилия, вносить, имплементировать что-то новое, не реализованное нигде, быть уникальным. И я рада, что я являюсь частью этого процесса. Меня это абсолютно устраивает. Я работаю в этой компании. В этой компании, по большому счету, моя карьера, она получила развитие. Я в ней работаю уже очень долго, по сравнению с длиной моей карьеры. Мне нравится работать с внешними дедлайнами, так как продуктовая компания занимается своими продуктами и, в принципе, может варьировать даты, когда какой-то софт, обновление железа, может быть, какое-то, когда оно зарелизится. Вот. Но в некоторых случаях бывает так, что дедлайн обусловлен внешними факторами. И мне нравится, когда дедлайн обусловлен внешними факторами, приходится концентрироваться, фокусироваться. И больше всего мне доставляет удовольствие то, что объем работы, который делается в это сжатое время, он сильно больше, чем то, что можно представить на берегу в начале, еще не погрузившись в этот процесс. Так, а бывают ли у вас профессиональные кошмары? То есть ведущим там радио новостей снится тишина в эфире. Что-то связано с вашей работой? О, да, конечно. Да? Вот сплю я с субботы на воскресенье, и мне звонят и говорят, что с одним из наших проектов проблем, только это был не сон. Вот, да. Хорошо, большое спасибо.